Всем привет, дорогие друзья, с вами Сол, и мы продолжаем проходить Mass Effect. В этой серии, как я и обещал, мы пройдемся по доп-квестам колонии. Я уже начинал записывать, но снова игра крашнулась, и кусок записи пропал, так что я начну заново. Так что я теперь знаю, куда мне бежать, что мне делать. Будем снабжать водой и электричеством, собственно, нашу колонию. Для этого нам нужно пробежать вот сюда, где мы еще не были. И станем свидетелем ужасной картины. Oh God, they're everywhere. Dead and done, just the way I like 'em. И все-таки есть какая-то своя особая атмосфера именно у первой части Mass Effect. Это музыка такая неоклассика в плане. Не лучшая идея разговаривать и оставаться одновременно. Это не неоклассика, а я имел в виду такая музыка, которая отсылает нас к старым классическим фильмам, фантастическим я имею в виду. И общее такое окружение очень мрачное, такая будто бы советская фантастика. This valve looks like part of a large system. There are likely others we need to activate as well. Ну, допустим, посмотрите вот на это. Ну разве в какой-нибудь игре такое увидишь? Даже во второй и в третьей части все стало гораздо более радужным, как бы. Ну не то что радужным, просто цветным. А здесь именно кровь и металл. Take cover. Так с ракетами надо быть аккуратным. Lost shields! Shields disabled. Отличный уровень. Так, кошка. Кошка залезла на стол. Так, я помню, как я все уже это прокачивал буквально несколько минут назад. Пока запись не прервалась. Гарус у нас наконец-таки может надеть новую броню. Хоть она и не блещет внешними качествами, но они с Рексом такие гламурненькие, разноцветненькие. Один я в черный, настоящий мужик. Хотя могу бегать в броне получше, да. Так, я что-то не понимаю. Идем нам сюда. Так, нет, на следующее ответвление. Doesn't look like it's on yet. We should keep. Ну я чуть не пропустил его, реально. Случайно абсолютно заметил. Так, нам вот сюда. Глушилка. Ой, она здесь ждут. У меня свой снайпер есть. Не волнуйтесь.
быстрее. Ой, будь здоров, спасибо. Кроганы опасные противники. Нет, 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 нет. Вот, вот же ж нехорошие такие, а? Я надеюсь, сейф был не очень давно. Ну, мать твою, ну... Так, я думаю, вернемся уже в тот момент, когда я снова подойду к этим кроганам, чтобы, ну, заново не проходить все. И мы продолжаем. Я уже принарядил там Гаруса, все это снова сделал и сделал сейф, что самое главное. Так что если нас снова сейчас разберут, нам не придется долго бежать. Да Гарус, я же приказал тебе. Not now, Shepard. Так, давайте по тактику. Очень-очень по тактику. Ну-ка, все быстро щиты подняли. Разрешите его, чтобы он не стал регенерировать. Ну давай, давай. Молодец, Гарус. Рекс такой лежит в отрубе. Очнулся после боя. О, периметр зачищен. Так, о, зажигательные патроны. Хотя по поводу брони, я вот пока тут бегал, нашел очень классное улучшение. Теперь у нас реген еще быстрее. Химические патроны 3. Минус точность. Это нет, нет, нет. Оставьте мои химические тогда. А вот и еще один медицинский поставим тогда. Его Рексу. Можно, конечно, все в анигель превратить, оно только места занимает. Давайте уничтожим детскую глушилку. Теперь колония, я думаю, сможет связаться с внешним миром. Мы им починили воду, мы им избавили их от гетов. Насколько я помню, все. А, еда. Еда осталась. И вожак этих варенов. Но я, честно говоря... О, слушайте, а тут что? Тут походу варен. Как здорово, да? Варен, тело которого было изрешечено пулями, упал замертво. Вероятнее всего, он был вожак этой стадии злобных падащих. Вероятно. Так, Рекс, не расстраивай меня. Возьми, пожалуйста, свой дробовик. О! На самом деле не очень. А вот броня.
Ой, выглядит она не так уж и убого. Этот старый транспортер расстался со своим элементом питания с большой охотой. С большей охотой, чем можно было ожидать. Боже, что-то я сегодня... Ну что сегодня? Я всегда заговариваюсь. Вслух-то редко читаю. Улучшение брони. Тебя медицинский. Вот. Все прекрасно. Теперь ворон уничтожен. Все замечательно. Колония просто рукоплещет. Давайте сохранимся, а то я с этой игрой боюсь. Она вылетает каждые, не знаю, 2 часа, она точно вылетает. Что у нас тут? Так, нет. Понял. Немножко дезориентировался, но сейчас сообразил. Ну все, теперь точно на Ферросе все квесты выполнены. Я могу с легкой душой вам сказать. Воу-воу-воу-воу. Вы-то что тут делаете? Куда? Расслабился, называется. Это все? Больше никто не хочет поговорить? Так вот, все квесты на Ферросе выполнены. Мы возвращаемся. И с Нормандии полетим на следующую планету. На Наверию. Собственно, мы уже нашли кое-какие зацепки насчет Сарана, но все это пока что блуждение во тьме. Какие-то смутные видения, ничего, чтобы сказал нам, где Саран или что он именно замыслил. Ничего. Быть может, на Наверии нам что-нибудь откроется. Так. Вроде тут кому-то квест надо было взять. Ну, колония нас точно выживет. Вам ничего не надо было принести? О, тебе уже лучше. Thank you for everything you tried to do here. I'm free. Thank you for free. I can't believe I'm free. Да, мы спасли всех. Все очень рады, что не подчиняются этому тарианину. It doesn't hurt anymore. I can think my own thoughts again. We have a chance to start over, thanks to you. Food is still our immediate concern, but we'll manage. Я убил вожака Варена. I took out what looked like the oldest of the Varen. The rest are yours. That's great. I mean, Varen tastes horrible, but with the Geth gone, I can organize a hunt. Thank you for not abandoning us like everyone else. Обращайся. I should go. Here, for your trouble. It's not much, I know, but it's all we can spare. Ну смотрите, у нас уже денежек так прилично, может даже что-нибудь купим на корабле. I never thought I would be so thrilled to see a soldier. Forgive my previous inaction, but under the Thorians' influence, every thought was examined and filtered. Какие у тебя планы? Ты же не отсюда. What will you do now that the fighting is over? I may stay, try to recover my losses. I can have new supplies delivered within weeks. Perhaps the colony will survive after all. Let me see what you have in stock. Of course. Return in the future, and I may even have more to see. Так. О, вот самое важное, это твоя лицензия. Больше мне, в принципе, ничего не надо. Это продать. На вариант оставим броню, может, еще пригодится. Пистолет. Наша прежняя броня.
Кучу всего продаем. Пистолеты. Зажигательные патроны все-таки оставлю, может быть они нам еще пригодятся. Вот у нас 63 тысячи. Not bad. Так. Ну, 2 квеста выполнили или 3. Я вот помню, что тебе нужно что-то сдать. Finally, that damn thing is out of my head. I can think without pain. I still need the power cells for this generator, though. I found these power cells in the tunnels. Are they what you're looking for? I knew they'd turn up eventually. Here, Fidan gave me some requisition money. It's all yours. Now, if I can keep these power cells in place, I'll have this colony up and running. Ну и in no- тебе. Have you given any thought to helping us with our water troubles? The water's back on again. Really? I'll need to get the relays going then. Thanks for your help, Commander. Here's a small payment for your trouble. Да не за что. Thank you for freeing us. Так. Я что хотел посмотреть. Честно говоря, забыл. А, да, уровень. Обучение спектров. Бросок. Сейф. Лишним не будет никогда. Ну все, Феррес, с тобой покончено. Родная моя Нормандия ждет не дождется нас. Я уже по ней соскучился с этой серой планетой. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Decontamination in progress. А мы подергаемся. Decontamination. Commander, you look pale. Так, что это со звуком? Are you suffering any ill effects from the cipher? Довольно странное себя чувствую, должен сказать. The cipher shook me up a bit. I might be able to help you. I am an expert on the Protheans. If I join my consciousness to yours, maybe we can make some sense of it. Ну давайте, может, хоть немножко поймем, что это за глюки такие были. Do it. Hurry. We don't have much time. Relax, Commander. Embrace eternity. Все так же неясно и обрывочно. Но явно что-то кошмарное, да? That was incredible. All this time, all my research, yet I never Вот она, dreamed. похоже, полную картину I am видела. sorry. The images were so Или я не совсем vivid. понимаю. I never imagined the experience would be so intense. You are remarkably strong-willed, Commander. What you have been through, what you have seen, would have destroyed a lesser mind. Come on, get to the point. What did you see? The beacon on Eden Prime must have been badly damaged. Large parts of the vision are missing. The data transfer почему into the он такой commander's обрывочный. mind is incomplete. You sure you didn't come across any kind of clue or hint? Something we might have missed? Everything I saw, you already know. You were right about the Reapers. The Protheans were destroyed by a race of sentient machines.
I think it is obvious there is a connection between the Reapers, the Prothean extinction, and the conduit, but I did not see anything that would help us find it. What's our next move? I was able to interpret the data relayed through your vision, what was there at least, but something was missing. Saren must have the missing information. Maybe he found another beacon. If we can find the missing data from your vision, I can... Oh. I am sorry. The joining is exhausting. I should go to the medical bay and lie down for a moment. Dr. Chakwas should take a look at you. That will not be necessary. I just need some rest. Somewhere quiet. We're done here. Dismissed. I've sent off the Pharos report, Commander. You want me to patch you through to the Council? Ну давайте поговорим с советом, да? Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. Commander, Exogeny should have told us about the Thorian. It would have made your job much easier. You might have been able to capture it for study instead of destroying it. Ну, снова, короче, начались вот эти вот конченые, просто слов нет, одни междометия насчет этих советников. Exogeny tried to study it. Look how that turned out. Perhaps it's for the best then. At least the colony was saved. Of course it was saved. Shepard would go to any Ой, вот lengths to погибли бы help они rescue там, the colony. тут же бы сказали типа, о, там монстр. Я вообще-то всем помогаю, не только человекам. Being human had nothing to do with it. Человеком. They were in trouble. Admirable. But sometimes Spectres have to make sacrifices. I hope you're willing to do that when the time comes. Goodbye, Commander. We will be waiting for your next Ты-то report. жертв точно никогда в своей жизни не приносил. По твоей морде жирной видно. Ой, ненавижу, короче, этот совет. Ну, вроде Азарев, это немножко вменяемый из них троих. Давайте поговорим, допустим, с нашей командой. Может, они что-нибудь новенькое нам скажут. Или, по крайней мере, мы спустимся в магазин. Так, кошка снова залезла на стол. Это ее владение. Так, Экс. So, we've got Saren on the run. Мне вообще очень нравятся диалоги с Рексом. Они такие коротенькие. It won't be long now. Saren's good, but I'm better. Сарен крут, но я круче. He's rotten to the core. I could tell as soon as I met him. В каком плане? Why didn't you tell me this sooner? I would have if I thought I was important. I'll decide what's important. Now tell me how you know Saren. This was a while ago. A bunch of mercs were bragging about a job out near the edges of the Terminus systems. They said it paid well and the boss was never around to ride them. They said he was looking for more men, too. So I checked it out. I didn't know Saren was openly recruiting mercs. It wasn't that open, and he only showed his face once. We'd been raiding ships in the area for months when we took out this massive cargo freighter. Вот тебе и Спектр, да? Haul yet. Защитник вселенной. I was on board checking bodies for valuables, looking for some extra credits. That's when I saw him. What did Saren want with the ship? I don't know what he wanted. He was just moving through the ship, watching. A couple of the mercs called him by name, but he never spoke to them. Never spoke to anyone. I had a really bad feeling about him, so I got the hell out. Didn't even wait to get paid. Ни черта себе. Это насколько должен был Кроган испугаться, чтобы даже деньги забыть. Ну, не забыть, а реально не взять. Настолько Сарен, видимо, крышей там поехал. Whose ship was it? There was a Volus trading vessel. Big one. Lots of guards. But they were no match for us. What kind of cargo was the freighter carrying? What was Saren after? I don't know. All I saw on that ship was food and medical supplies. There were some basic weapons, but nothing big.
If there was anything of value on that ship, I didn't see it. Есть у меня That's why I подозрение. didn't mention it sooner. Мне кажется, что Сэрну нужны были тела и люди, чтобы на них эксперименты свои делать по поводу внушения и управления. That's the only time you saw him? Yeah. Didn't even know who he was. Still wouldn't if I hadn't joined up with you. But my instincts were right. Every other merc on that mission turned up dead within a week. Every damn one. Are your people really dying? А, так. We're sure not. Это мы уже слышали. So long, Rex. Shepard. Так, талия. Давай хоть посмотрим на другую броню. Не, стойка-то выше стартовой. Она все равно с нами не ходит, как и Эшли. Commander, you have a minute to talk. Конечно, давай поговорим. I keep an open door policy. If you have any concerns, lay them on me. All right. I know things are different aboard the Normandy, but I'm concerned about the aliens, Vakarian and Rex. Вакариан — это With all Гарус. due respect, Commander, should they have full access to the ship? They may not serve the Alliance, Chief, but they're allies. At least as far as Saren goes. This is the most advanced ship in the Alliance Navy. I don't think we should give them free rein to poke around the vital systems. Engines, sensors, weapons. Я, в принципе, могу понять ее обеспокоенность, потому что, ну, черт возьми, не хочу проводить аналогии с нынешним миром, это будет немножко некорректно, но инопланетяне на нашем военном, так сказать, объекте, это, конечно, может не очень хорошо закончиться, но я доверяю именно этим ребятам полностью. You don't trust the Alliance's allies? I'm not sure I'd call the Council races allies. We, humanity, have to learn to rely on ourselves. Standing up for ourselves doesn't mean standing alone. Хорошая фраза. I don't think we should turn down allies. I just think we shouldn't bet everything on them staying allies. As noble as the council members seem now, if their backs are against the wall, they'll abandon us. I don't see that as inevitable. Look, if you're fighting a bear and the only way for you to survive is to sick your dog on it and run, you'll do it. As much as you love your dog, it isn't human. It's not racism, not really. Members of their species will always be more important to them than humans are. Ладно, я должен с ней согласиться. Она действительно права. These seem like deeply held beliefs, Williams. What made you think this way? My family's defended the Alliance since it was founded. My father, grandfather, great-grandmother, they all picked up a rifle and swore the oath of service. I guess we just tend to think of Earth's interests as our own. It doesn't sound like you've worked with aliens before. No, sir. Mainly I've been groundside, part of the surface garrison forces. I did get a rotation on a space station for training. Every Marine a rifleman, every rifleman ZG certified. That's odd. Your record is spotless and your technical scores are exemplary. You should be serving with the fleet. Anyway, that's why I haven't served with many aliens, Commander. I never knew my family. Grew up an orphan on Earth. Anybody in your family I'd have heard of? Couldn't say, Commander. So why are you out here? Just trying to get away from Earth? Наверное, бороздить космическое пространство. No. The future of humanity is out here. There's so much we haven't seen yet. Yeah. I still remember my first field exercise on Titan. When we hit mud, the reality hit me. I'm the first person who ever stood here. Then my drill instructor kicked me in the ass. I went face first into the muck. He spent the next 5 minutes chewing me out for gold breaking. Don't tell me you had Gunny Ellison. He's the only one I know who uses that word to describe shirking duty. Oh lord, you went to the Macapag boot camp too? Yeah, Gunny Ellison's still reaming out recruits down there. Kicking ass and using words like inveigle and pusillanimous. Сколько у нас, кажется, общего. All right.
I can see where your concerns are coming from, Williams. But this is a multilateral mission. You're going to have to work with aliens, like it or not. It won't be a problem, Commander. You say jump, I say how high. You tell me to kiss a Turian, I'll ask which cheek. Давайте подшутим над ней. Would you kiss anyone I ordered you to? That depends, sir. If you ordered me to kiss a superior officer, that would be a violation of the regs concerning fraternization. That would make it an illegal order. I'd be required to decline and relieve you of command. Sir. Лицо Шепарда выражает все мои эмоции насчет последнего монолога Эшли. What's your opinion on the last mission? Gotta admire those colonials. That's about the worst place for a colony I've ever seen. Given the option, I'd get the hell out of Dodge. Осталась. We'll talk later, Williams. Looking forward to it, sir. Так, давай теперь с Гарусом. Commander, how are you? Да нормально, Гарус, а ты как? Why did you want to be a CSEC officer in the first place? That's a good question. There were several reasons, I guess. Like what? Probably the same as most officers. I wanted to fight injustice, wanted to help people. I guess my father had something to do with it too. He was CSEC, one of the best. I grew up hearing about his accomplishments or seeing his picture on the vids after a big arrest. He's taking my resignation pretty hard. That's tough, but you'd think he'd be impressed you're going after Saren. My father's a CSEC man to the bone. Do things right or don't do them at all, he says. He thinks I'm being too rash, too impatient. He's worried I'll become just like Saren. He actually talked me out of becoming a Spectre when I was younger, for the same reasons. Тебя хотели сделать спектром? You were asked to be a Spectre? Well, I was targeted as a possible Spectre candidate. Me and about 1,000 other Turian military recruits. I could have received special training, but my father didn't like it. He despises the Spectres. He hates the idea of someone having unlimited power with no accountability. He wouldn't like you, Commander. No offense. I suppose I can understand his concern. You can. But Saren's not going to play by our rules, CSEC's rules. If you want to nail Saren, you need to send someone who isn't restricted by policies and procedures. Я согласен. You're a quick learner, Garrus. We'll beat him at his own game. It's the only way to stop someone like him. I'm right behind you, Commander. Гарус просто отличный парень, но у него в диалоге даже проскользнуло, что он слишком не стеснен типичными правилами, там, уставами и прочим, хочет вести свою игру и боится как бы не стать таким же, как Сарн. Надеюсь, этого не произойдет. Oh, hello, Shepard. Ох, потрясающие некоторые варианты диалога есть. Что случилось? Нет, давайте лучше про голос. Когда делаешь девушке внимание, точнее акцент на голос, мне кажется, это более действенно. Are you okay? Ну и что ты в итоге сказал? Your ship is amazing, and your crew's been really great to me, especially your chief engineer. But I just sort of feel out of place. The Normandy runs so smooth, it feels like we're not even moving. And the engines are so quiet. How do you sleep at night? The silence wakes you up? Back on the flotilla, the last thing you want to hear is silence. It means an engine. Боже, как же ужасно к вариантам жить, а? I guess you don't have to worry about that here. But old habits die hard. But it's more than just the silence. This ship feels so empty. It's like half the crew is missing. Ну, конечно, вас уже перегружены вашим народом. I couldn't wait to go on my pilgrimage. I couldn't wait to get away from the crowds. Now that I'm out here, I kind of miss them. Sometimes we don't appreciate what we have until it's gone. That's true. I'm starting to wonder if that's what the pilgrimage is really about. It's given me a whole new perspective on my people and our culture. You know, there's always a few who go on their pilgrimages and never return. I always assumed something bad happened to them. But maybe they just wanted a different life. You do plan to return to the migrant fleet, right? I could never abandon my people, Shepard.
I will go back eventually, but we have to stop Seren first. Otherwise, I might not have a home to go back to. Это правильный подход. I should go. See you later. Мне хотелось бы, конечно, с вами расставаться, но все должны понимать, что нашу команду связывает только задание и ничего более. Hey, Commander, you know that Quarian Tally? She's been spending all her time down here asking me about our engines. I'll tell her to leave you alone. What? No, she's amazing. I wish my guys were half as smart as she is. Give her a month on board and she'll know more about our engines than I do. Ну, рад, что She's got a real knack for technology, that one. I can see why you wanted her to come along. I figured she'd be a real asset to the team. You've got an eye for talent, Commander, but I'm guessing that's not why you came down here. Where else have you served, Adams? If you name a class of Alliance ship, I've probably served on it. Everything from dreadnoughts and carriers right down to frigates like the Normandy. My last assignment was on the Tokyo, only a cruiser, but she was a good ship. Couldn't hold a candle to the Normandy, though. Carry on, Adams. Aye, aye, Commander. Ну что ж, наша привычная норма по болтовне, мне кажется, на данную серию выполнена. Разве что в магазин забежим. Но я думаю, уже в следующей серии. На эту, мне кажется, события было достаточно. В следующем мы полетим на Наверию, закупимся, возможно, какими-нибудь припасами, оружием и всем необходимым для этой, насколько я помню, ледяной планеты. С вами был Сол, всего хорошего, до следующей серии, пока-пока.